Друзья, привет! В журналистике есть такой жанр, как некролог. Он воплощается в статье, которая публикуется в СМИ по случаю смерти человека. Часто некрологи делают в учреждениях, где работал этот человек. Цель некролога – это сообщить читателю о смерти, и в этой статье может описываться его жизнь, биография, причина смерти, достижения. В частности, современная форма некролога – это маленькая публикация в конце газетно-журнального издания, обычно содержащая в себе соболезнования родным и близким усопшего. Сама заметка стилистически обрамляется черной рамкой, которая характеризует траурные публикации. Я встречала некрологи, которые писали люди сами себе, то есть на будущее, описывали свои достижения перед обществом. Это очень жутко. Как вы понимаете, некрологи пишут по случаю смерти и привязаны к профессиональной деятельности человека. То есть, если человек был пилотом, то ему сделают постер в военной академии. Если это журналист, то сделают колонку в газете, в которой он писал. Но был такой случай, когда по телевидению, прям по центральному телевидению, в перерыве между общеразвлекательными программами показывали фото покойного человека на черном фоне без музыки. Данная передача напугала многих детей. Уже взрослые люди со страхом вспоминают эту заставку. Отрывок из воспоминаний очевидца. Шла весна 92-го года. Мне было 9 лет, я жила одна с матерью. Каждый день возвращалась со школы домой ориентировочно после 15 часов. А мама приходила примерно в 17 часов, так что часа 2 я была дома одна. Я захожу в большую комнату, включаю телек, а в эфире на втором канале РТР, сегодня называется «Россия-1», кто не знает, идет программа «Вести». Мне все равно, о чем там говорит диктор, главное, что есть какой-то шум в комнате, ведь так кажется, что дома я не одна. Но новости закончились, появился черный экран, и на его фоне зазвучал колокол. Мне стало не по себе. Из пустого фона выцвела белая надпись «Царствие небесное», написанная старорусским шрифтом, каким обычно пишут на могилах. Сначала мне показалось, что сейчас начнется церковная передача, но вскоре экран превратился в реальное надгробие. На нем появились в рамке черно-белая фотография какой-то женщины. Снизу имя и годы жизни, а на фоне колокол не прекращал звенеть, но к тому же еще и заиграла траурная музыка. А я оцепенела. Я смотрела с друзьями ужастики на кассетах, но меня они почему-то веселили. Здесь же я действительно перепугалась. Женщина смотрела на меня с экрана, я понимала, что сейчас она мертва на самом деле. Я боялась подойти к телевизору и переключить канал. Слева от фотографии прокруткой пошел текст о скорби родственников. Вскоре экран потемнел, и, как в начале, появился текст «Помним, любим, скорбим». И на этом передача закончилась. Начался, если не ошибаюсь, рекламный блок. Веселая музыка, игравшая в рекламе, меня немного успокоила, но я боялась, не начнется ли некролог после рекламы. Но нет, пошел фильм, и я уже не выключала телек, чтобы было легче от увиденного. В течение нескольких дней, когда начинались вести, я переключала, даже когда мама была со мной, потому что я думала, что после них начнется опять эта передача. Но на этом не все. Через некоторое время я стою в школе у раздевалки, чтобы забрать куртку. В каморке у сторожей вахтеров идет телевизор, и вдруг я вижу, что там снова Царствие Небесное. На этот раз родственники оплакивают какую-то совсем юную девушку. И фото было уже цветное. Я отвернулась, боясь снова глядеть в экран, схватила куртку и выскочила на улицу. Одевалась уже там. Мое сердце неистово билось, не знаю почему, но так меня пугали эти телевизионные некрологи. Скорее всего, эта история приукрашена, это все-таки больше походит на крипипасту. Но тема интереснее, что есть какая-то загадка. Мы не знаем, кто заказывал эти некрологи. Если так подумать, тема смерти очень интересует человека, она нам любопытна. И именно по этой причине нам интересна тема сегодняшнего видео, потому что это связано со смертью. Кстати, недавно я прочитала одну интереснейшую книгу, в которой расследуется убийство. Я поймала себя на мысли, что как будто природой в нас заложен вот этот интерес к смерти, что постоянно человеку нужно знать, что есть перед смертью, что после нее и так далее. Кстати, это книга «Девы» Алекса Михаэлидеса. Это очень свежий детектив, он меня затянул буквально с первых страниц.
Вы знаете, я очень привередливый к музыке и к чтению, и меня сложно чем-то поразить. По сюжету главная героиня — это психотерапевт Мариана Андрес. Она остро переживает потерю мужа, у нее посттравматический синдром. И Мариана в этот период получает звонок от своей племянницы Зои, которая паникует из-за пропажи своей соседки по комнате в колледже. В центре сюжета у нас Эдвард Фоско, это профессор в этом колледже. И Мариана точно уверена, что он является убийцей и пытается это всячески доказать. Потому что именно после того, как она приехала к Зое, началась серия убийств. И Мариана постепенно раскрывает это дело. Меня поразило, что очень тонко переданы чувства, эмоции, переживания каждого персонажа. Вообще суть всего происходящего завораживает и держит в напряжении до самой развязки. Книга легко читается, и с каждой главы хочется узнавать все больше и больше, чтобы наконец приблизиться к этой развязке и узнать, кто же на самом деле убийца. Несмотря на то, что это психологический триллер-детектив, крови здесь не очень много. Здесь больше идет упор на образ персонажей и на психологию убийцы. То есть вы постоянно будете теряться в догадках, кто же в итоге преступник и почему. Сразу после того, как заканчивается книга, начинаются отзывы, и как только вы прочитаете концовку, очень интересную, вы будете полностью согласны с этими отзывами. Я лично осталась под впечатлением, я прочувствовала всю эту атмосферу книги. Я могу вам посоветовать совершенно точно. Этим мне девы и понравились, что после прочтения я не просто забыла, что прочитала, а я еще и осмысляла, продумывала, как же так получилось в конце. Купить книгу «Девы» Алекса Михаэлидеса можно в интернет-магазине Book24. Это официальный магазин издательства «Эксмо». А еще у меня есть для вас, конечно же, промокод на скидку 15% при покупке книги «Девы». Переходите по ссылке в описании и заказывайте. Да, возможно, это все глупые детские страхи, как мы боялись, что из-под кровати вылезет рука. В детстве у всех такой страх был, я думаю. Но все равно передача на слишком щепетильную тему, да еще и по центральному телевидению. Наверное, поэтому ее и убрали из эфира уже ближе к лету. Но что интересно, в программе передач «Царствие небесное» не показывали, потому что она длилась буквально 1 минуту, почти как реклама. Подумайте, ведь кто-то платил за размещение этих некрологов. Недавно на Ютубе стали появляться оцифровки записей региональных программ РТР середины 90-х годов. Были оцифрованы короткие записи эфиров из Екатеринбурга, Новокузнецка и Барнаула. Как вы догадались, в записи из Барнаула и обнаружен фрагмент программы «Царствие небесное». И нашлись 15 секунд из начала программы. Все так, как и было сказано. На черном фоне под похоронный марш медленно возникает название программы. Затем на экране показана фотография усопшего, имя и годы жизни. Далее видео обрывается. Запись сделана в 1994 году, а в посте идет речь о 1992 году. Это значит, что программа была в эфире по меньшей мере 2 года. Довольно длительное время. Один пользователь оставил ссылку на найденный фрагмент. Он вырезал конкретно эту часть и выложил на свой YouTube-канал. В комментариях к его видео пользователи стали писать свои воспоминания о телевизионных некрологах. Как выяснилось, во многих городах их показывают даже в наше время. Например, в городе Якутске на ТНТ некрологи показывали в самое неподходящее время – после детских мультфильмов, что очень влияло на психику маленьких детей. Но самое интересное, что пользователь по имени Владимир Дорохин оставил комментарий, в котором написал о наличии в своем телевизионном архиве записей некрологов «Царствие небесное». Владимир был одним из тех, кто работал на краевом телевидении в те годы, в том числе над созданием этой программы. Он добавил, что ничего загадочного в них нет. Спустя неделю он оставил в комментариях ссылку на свою оцифровку программы. А на видео мы видим 2 полных выпуска программы. Описание гласит, что это единственные сохранившиеся записи. Запись производилась не с эфира, а с мастер-кассеты, поэтому перед началом каждого выпуска мы можем прочитать выходную информацию. «Царствие небесное» обозначено как рубрика, а не как полноценная программа. В наличии только 116 и 117 выпуски, то есть их было более 100. Транслировались они в 19:56. Похоже, что перед окончанием как раз регионального телевидения. Или наоборот, перед их началом. Оба этих выпуска показаны в ноябре 1993 года. А тут под чертой написаны заказчики. Название «Царствие небесное» выцветает из пустого экрана под колокольный звон.
116 выпуск рассказывает о кончине ветерана войны и героя СССР Василия Александровича Быстрова из Барнаула. С появлением с правой стороны экрана фотографии Быстрова на экране, все в той же овальной рамке, начинает звучать торжественная военная музыка. Происходит это все резко и быстро. Надпись слева от фотографии гласит, кем был Василий Александрович и что он умер 15 ноября 1993 года. Далее следует краткая биография Быстрова. На черном экране чередуются надписи. Рассказывается, когда он был призван в армию, о его военных подвигах, о награждении медалью Героя Советского Союза. Из биографии мы узнаем, что после окончания войны Василий Александрович стал педагогом, работал сначала учителем, а затем директором школы. Надписи меняются все так же резко, без каких-либо монтажных переходов. Фотография возникает на середине экрана. Под фотографией надпись, что светлая память о герое навсегда останется в сердцах. Музыка затихает, экран пустеет. Из пустоты выцветает большая надпись «Помним, любим, скорбим». И снова бьют колокола. 117 выпуск оказался еще более жутким, чем 116. Марина Игоревна Никурдина умерла в 15 лет. В некрологе не раскрываются причины смерти. С черно-белой фотографии на нас смотрит очень красивая девочка с пышными волосами и добрыми глазами. Одета она в рубашку с гавайским рисунком. Наверняка Марина любила яркие вещи и по жизни была очень веселой и позитивной. Родители сердечно благодарят учителей и учащихся школы, в которой училась Марина, за помощь в проведении ее похорон. Под фотографией девочки появляется надпись «Доченька, пусть там, где ты, ангелы будут с тобою». Завершает выпуск все та же поминальная надпись под тот же звон колоколов. Напишите в комментариях, какие ощущения у вас вызвал некролог. Со слов Владимира, рубрика транслировалась с 91 по 94 год. Почему в вечернем эфире транслировался такой мрачный контент? Дело в том, что тогда было не такое жесткое отношение к цензуре, как сейчас. Даже в выпусках «Криминальной России», если вы помните, в заставке были показаны трупы. Плюс нестабильная ситуация в стране в то время. Тем более телекомпания региональная. Они пытались заработать деньги на всем, и пришлось даже прибегнуть к показу некрологов. Если был заказчик, который готов был платить деньги, то почему нет? Автор оцифровки обозначил производителя как телевидение «Алтай». Это была первая компания, пришедшая на смену барнаульской студии телевидения в начале 90-х годов. Однако финансовое положение ее было очень трудным. В конце концов, в 1994 году она обанкротилась окончательно. На смену ей пришло ГТРК «Алтай». Интересно, наверное, стало, сколько стоит такой некролог. Некролог мог заказать любой желающий. Главное условие – только наличие денег. Демонстрация на региональном телевидении стоила 10 тысяч рублей на тот момент. Если предположить, что 1 советский рубль равен 100 рублям в настоящее время, то такой некролог сейчас стоил бы показать 1 миллион рублей. Но это очень примерные цифры, просто вам для понимания, насколько это дорого или недорого. Большим спросом тогда пользовались поздравления. Они шли ежедневно. А значительно дороже, конечно, стоила реклама полноценная. Как пишет Владимир, сам автор оцифровки, тот человек, который работал на телевидении, идея создания некролога принадлежит редакции. Они разработали несколько рубрик: объявления о купле-продаже, о потере находки, сообщения МВД, МЧС и так далее. Поздравления с днем рождения и в том числе некрологи. Они не обозначались в программе передач, потому что это были неполноценные передачи и шли в начале или в конце регионального окна на телеканале «Россия». Конечно, спрос на все перечисленное был большим. Многие хотели поздравить с днем рождения по телевидению, но и многие хотели рассказать о смерти человека, каким был этот человек. На самом деле очень мрачная история. Вот, на грани вот этой жути, морального какого-то смысла. Друзья, пишите ваши комментарии. Как вам вообще, вы считаете нормальным, морально хорошим действием размещать некрологи по телевидению? Или это все-таки такая более личная история? Пишите ваше мнение в комментариях. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. До скорой встречи.